Приветствую, друзья! И я вам обещал снять третью часть о нашей яхте, о нашем катамаране Гарна. Это наш проект кастомайзинга. Кто не видел первые две, посмотрите. И что ж, друзья, лодка сейчас наша здесь на Средиземке. Я провел месяц на ней. Удалось себе выкроить. Нельзя назвать это отпуском, потому что это, по сути, была работа. Но я готов поделиться с вами эмоциями, фидбэком о всем, что мы здесь установили, как мы походили. И капец, какая волна. Но снимаем в полевых условиях, ребята. Оба! Ха! И с вами Саша Горан, и вы на канале Интерпарус. Поехали! Не, пошли! Что ж, ребята, и первая штука, о которой я хочу рассказать, это Том Буй. Мы его продаем очень много. Я им когда-то уже пользовался. Это новая модель, усовершенствована с фонариками, с солнечными панелями. Я вам хочу сказать, что здесь на Лазурке это просто незаменимая вещь. Здесь такое количество лодок и огромное количество начинающих, которые просто берут катера в аренду. Опля! И так и норовят бросить свой якорь, свою цепь на твой якорь и запутать, сделать тебе веселый день. И вот эта штука свои деньги отрабатывает. Вот просто супер. Мне она понравилась. Наша утка с электролебедки, наша электроутка. Здесь у меня не будет таких вот активных, позитивных отзывов. Я очень расстроен тем, что она работает через раз. Может быть, я что-то неправильно делаю, потому что когда мы на большом катамаране, на Самана 59 поставили другую модель этого же производителя, он отработал себя отлично. То есть вообще не было никаких нареканий. Вот эта меньшая модель вызвала вопросы. Иногда она зажевывает веревку, иногда нормально ее не захватывает. То есть вот две такие противоречивые вещи она выдает. Соответственно, я хочу поговорить с производителем по поводу того, что мы не так, собственно говоря, делаем. Очень жалко, потому что у меня были большие надежды на эту утку. И кроме этого я понял, что надо оставлять также обычную утку, потому что это не такая уж большая. И когда ты хочешь запустить еще один муринг лайн, то тебе нужна еще обычная человеческая утка. Далее, друзья мои, не новая штука, да, Hook and Moor, вот такой багор, который позволяет тебе продевать вот так, да, о, звучок, как у Винчестера, который позволяет тебе продевать свой швартовый через буи. Я не сразу там разобрался, как он работает, да, вот он за счет вот этого движения работает.
штука действительно здоровская. И смотрите, вот он у нас может вот так раскладываться и становиться вот просто вот таким длиннючим. Почти 3 метра он раскладывается. Вот. Поэтому, ну, штука себя показала нужной и полезной. У нас, ребятки, есть электроскрутка нашей Генуи. Штука очень хорошая. Мы их устанавливаем уже, наверное, 2 года. Ну, наверное, на 5-6 лодках мы поставили такую. К ней нету никаких нареканий. Работает отлично. Мы убираем здесь веревки, которые тянутся. Этот фурлинь. Работает очень бесшумно. Ну и очень четко. То есть хорошая, классная штука. Мы, друзья, сейчас заходим в залив Сан-Тропе. Это крайняя точка, крайняя какая? Западная точка нашего путешествия. Вот здесь я хочу провести 3-4 дня и вернуться, пойти потом в сторону Монако, в сторону Ниццы. Вот, ребята, это мы, наша destination. Пардон, мамочки, залив Сан-Тропе, вот здесь. Вот. Наша скорость 7,5-7,6 узлов. Можем немножечко добавить даже скорости. Сейчас раскочегаримся. И где-то час у нас по генеральному курсу. Вот вышли сейчас на 7,8 узлов. Здесь у нас тюнинговые моторы стоят. Опля. Ну что, да, подняли наш мейнсейл, наш рот подняли. Подняли наши паруса. Конечно, паруса отличные, они стараются вот эти 5 узлов ветра как-то отработать. Но здесь ветер, особенно в августе, не такой, как у нас в Ля-Рошеле. В Ля-Рошеле у нас качественный, стабильный ветер. Поэтому в парусную школу только к нам туда, в Ля-Рошель, приезжайте. Ну, если вы хотите научиться. Но мы постарались для вас сделать несколько вот шутингов, отснять наши прекрасные паруса. Сейчас сворачиваемся и моторим в бухту Сан-Тропе.
Что ж, друзья, моих операторов чуть было не смыло волной, поэтому мы продолжим уже обзор здесь. Марине Коголя. Блин, она мне так нравится. Вот Марина Коголя и Порт Гримо. Тут домики со своими причалами. Здесь вот апартаменты, а в Порт Гримо там просто идут такие свои маленькие домики, у каждого свой маленький причальчик, но мечта фетишиста-яхтсмена. Я сам мечтал здесь жить еще лет 15 назад, когда я начинал свой бизнес, я перегнал первый свой катамаран, сюда я пришел, здесь провел месяц, здесь мне очень нравилось. Вот сейчас, через 15 лет я пришел, какие-то эмоции нахлынули, вот. Но не будем отвлекаться. Давайте посмотрим, что хорошего я поставил на свою яхту, а что, собственно говоря, не стоит. Вот Ford Deck Tent выигрывает по всем параметрам, потому что он действительно спасает нас от жары, он действительно помогает очень серьезно кондиционеру внутри, то есть очень хорошая и классная штука, мне она очень зашла и она действительно очень хорошо помогает. И кроме этого, вот эти сетки на окна действительно тоже хорошо работают, потому что мы имеем такие панорамные классные окна, они полупрозрачные снаружи, и они действительно хорошо работают, они действительно снимают лишний нагрев и опять же помогают кондиционеру, потому что, ну, яхта, какая бы она ни была, пластиковая, алюминиевая, это вещь, которая, ну, не теплоизоляционная. Поэтому вот эти две опции в паре себя отлично хорошо отработали. Я специально не хотел заказывать белый цвет, потому что он марки, он становится быстренько как бы таким серым. И черный не хотел, потому что черный, наоборот, нагревается. А вот этот бежевенький цвет отлично и супер зашел. Далее мы видим пробковое покрытие, и я опять же этому не могу нарадоваться. Опять же взвешу синтетический тик, ну натуральный вообще я не беру. Пробковое покрытие мне очень зашло. Да, оно немножко теряет цвет на солнце, но оно действительно приятное для того, чтобы ходить босиком. Оно меньше нагревается, чем синтетический тик, не говоря уже о натуральном тике. Опять же, оно дает лишнюю звукоизоляцию, когда здесь кто-то бегает. Не будем показывать пальцами, кто здесь топчется. Далее, ребятки, как помните, мы поставили удлиненный погон Харкин. Ну, я скажу, что бестолковая вещь, то есть я практически им не пользуюсь. Увеличение длины и замена на Харкин, ну, в данном случае ничего не дала. В то же время блоки Ubimire себя отлично отработали, они действительно улучшают работу и скольжение веревок. А одно из самых крупных обновлений после нашего последнего видео для меня, это была замена скрутки в гиг, да, фурлербума. И я его поменял на скрутку с мотором. Во-первых, мне увеличили размер этой скрутки, да, и я воспользовался этим, что я добавил мотор. Ребята, то есть теперь она с электроприводом, и это действительно намного лучше. Но опять же, ожидание снижения цены как бы не оправдалось. Производители всех фурлербумов потихонечку поднимают цены, поэтому, может быть, стоит пока воздержаться от этого. Но в целом у меня эта скрутка работает отлично, то есть мы поднимаем паруса буквально двумя кнопками. А учитывая, что у нас еще Генуя электрическая, то есть я могу пить кофе и открывать паруса. Это вот супер. То есть Амель нервно курит в сторонке. Ребятки, поехали дальше. Да, вот здесь именно те кнопочки, которыми я управляю парусами. То есть у меня все на кнопках. Хочу обратить внимание на электронные ручки газа. Классная штука, хорошо себя отработали во время перегона, во время здесь переходов, собственно, во время круизов. Ну, отлично. Белый штурвал Forever, конечно. Далее, указатель положения руля. Классная штука. Опять же, я постоянно этим пользуюсь. Далее, автопилот Medentec. Пока считаю, друзья мои, сыроват он для круизных лодок. Он немножко виснет, с ним постоянно нужно бороться, перезапускать. А это не наш подход к круизному яхтингу, поэтому надо брать тот же автопилот BNG. То есть с верфи идет, скажем, более простой. Мы ставим более мощный автопилот для наших клиентов. Далее спускаемся вниз. Вот, в кокпите, ребятки, я поставил вот такие вот стульчики классные. Да, и они мне очень нравятся. Пробовал поменять стол, но меня моя команда захейтила. И пришлось все вернуть на круги своя.
над столом я еще думаю. Алькантара себя показала очень хорошо, как материал. Вот с моделью, я думаю, немножко надо что-то еще подумать, это да. Вот, и пошли в салон. Что у нас интересного, какие изменения? Ну, я себе поставил вот такой чарт-плоттер Ultra Wide. Здесь BNG. Удобная штука, можно его разбивать на несколько положений, просто вот как Windows, собственно говоря, делать. Сюда у меня сходится вся информация, откуда угодно. Камера, кстати, классная штука, особенно для левого борта, когда мне нужно смотреть. Вот, поэтому я этим пользуюсь. Кстати, на камере, видите, я третью солнечную панель добавил, да, теперь с рамой такой нержавеющей. И важное изменение, мы добавили кондиционер. Фригомар я поставил на 10 тысяч БТУ. И здесь я хочу как бы на этом остановиться. У нас здесь стоят литий-феррум-фосфатные батареи на 1000 ампер-часов. И мы с вами обсуждали вопрос, можно ли запускать кондиционер от аккумуляторов. Я хотел провести какой-то тест для вас специальный, чего-то попробовать. Но тест получился такой стресс-тест сам собой. Мы пришли в Марину Гольф Джуан. А там такие вот стоят колонки, где нужно вилку вставить и до щелчка провернуть. Об этом нам никто не сказал. Мы вставили вилку, как в какой-то суматохе. Ну, себе пользуемся всем, включаем кондиционер из 4 скоростей на 3 скорость. Вот, достаточно активно им пользуемся. Индукционку включаем, музыка, все работает, холодильники, морозильники. Вот идет весь движ, на ночь все, да, там выключили. И с утра мы, опять же, включаем кондиционер. Собственно, готовим себе завтрак на индукционке, там музычку, все дела, пользуемся холодильниками. Вот, и пошли в супермаркет, при том, что кондиционер остался включенным. Тут как бы мне наша система Barnacle присылает сообщение: внимание, у вас осталось 30% заряда батарей. И мы такие, опаньки, а что сталось? Мы возвращаемся быстро на яхту, и я начинаю разбираться, что случилось, как. Понимаем, что электричество не идет с берега. Звоним в Марину, они говорят: а вам надо до щелчка провернуть просто. Вот, мы провернули, опять электричество пошло. То есть кондиционер отработал не в эко-режиме от нашего блока батарей, но он отработал, наверное, часов 10. Вот. 5 часов и 5 часов. Это вот минимум. Кроме того, работала индукционка. То есть, действительно, отличный кондиционер. Он у нас с инверторным мотором. То есть, он у нас не on-off, а он плавненько может поднимать, опускать напряжение. Кроме того, здесь стоит мощная помпа у кондиционера, потому что ей надо подавать на этот уровень охлаждающую воду. Вот. Я вот, собственно, восхитился, что батареями, что вот этим итальянским кондиционером, потому что когда мы общались с производителями, с представителем, он говорил: ну, не переживай, оно будет работать. Я говорю, так как-то это стрёмно, потому что раньше старые кондиционеры, ну, выедали батареи просто в момент. Да, у меня один блок здесь стоит только на салон, но, по сути, вот такой был стресс-тест. Теперь мы понимаем, что да, кондиционер может работать от блока батарей. Если бы мы не включали индукционную панель в это время, то, в принципе, запас батарей был бы еще больше. Собственно, вы спрашивали, я вам отвечаю. Да, кондиционер может работать от аккумуляторов в данном случае. Если вы переведите в эко-режим, то, в принципе, 8 часов ночью он может отработать себя. Многие спрашивали насчет проигрывателя, пожалел ли я. Ни в коем случае, ребята, я вон уже тут скупился, и ребенок мой, и я ностальгирую. Поэтому проигрыватель я иногда слушаю в свое огромное большое удовольствие. Вся акустика, ну, с этим все отлично. Вопросы к ресиверу Eversolo я поставил. Он великолепно все производит, но интерфейс, конечно, оставляет желать лучшего. Поэтому я для своих клиентов ставлю теперь другие, с более простым интерфейсом, но также достаточно качественные. Вот. Но в целом я всей аудиосистемой очень доволен. Так, и наш интерьер. И я ни разу не пожалел
о том, что я поменял его, убрал ту экологически чистую мешковину. Здесь достаточно активная жизнь в этой части проходит, и ну, как бы Алькантара все выдерживает. Шкурка придает очарование. Здесь у нас морозильничек. Не, интерьер радует. Коврики, вот эти кожаные вставки просто меняют статус. Я вспоминаю, когда я на чартерных ходил в Фонтен-Пажо, но это небо и земля. Интерьер — это самое главное, самое приятное изменение, которым я пользуюсь постоянно. Я смотрю на него, сижу, трогаю его. Цвет тоже. Вы видели наш обзор систершипа нашей Гарны, и вы видели, что там еще более яркие насыщенные цвета, и отлично, супер. Вот эти фасады, которые мы поменяли на орех, поручни с кожей, все оно приятно, все оно ласкает взгляд и приятно для вот жизни. Коврики хочу поменять, поставить более такие высококлассные, потому что, ну, тут на себе я экспериментировал тогда. Ну и небольшие изменения в мастер-каюте. Погнали. Ну, добавили Алькантара. Алькантара везде, 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 здесь, здесь, здесь. И она помогает глушить звук, то есть она создает акустический комфорт. Добавили вставки из натуральной кожи. Опять же, члены нашей команды возмутились, чтобы здесь не было рыжей кожи, поэтому бежевенький цвет победил. Туалетный столик, вот, собственно говоря, из натуральной кожи бежевенькой. Торшерчик мы тут поменяли, там был такой несчастненький торшер, а теперь смотрите, какой вот с лампой накаливания. Вот здесь мы не будем экономить электричество, здесь вот просто, чтобы было красиво. Здесь я также поменял ковровое покрытие из более дорогого коврового покрытия. Вот эта часть мне нравится. Тоже мы поставили такие карты из Алькантары. В итоге дверь меньше гремит. Ну, красиво получилось. Опять же, поменяли шторки. Ну, просто на обычные приличные шторки. Потому что в стандарте они из какой-то мешковины, пусть экологически чистой, но совсем не взлетают. Вот все это кожа, Алькантара, это все меняет статус яхты на самом деле. И здесь опять же приятненько, так уютненько находиться. По сути, наверное, все какие-то изменения, которые мы сделали, и отрицательные стороны я вам уже рассказал, ребята. Но в заключение, ребятки, я вам хочу сказать, что, наверное, первый раз в жизни мне не особо хотелось снимать видео про опции, про какие-то девайсы, потому что самое главное украшение яхты — это море, это природа, которая нам ниспослана свыше. И какая разница, какая яхта, потому что ты получаешь одно и то же удовольствие. У меня были яхты однокорпусные, новые, БУ, и каждая из них мне дарила удовольствие не сама по себе, а как инструмент познания этого мира, да, и получения удовольствия от моря, от ветра, от общения вот с яхтсменами на понтоне и так далее. Поэтому, если вы хотите открыть для себя яхтинг, обращайтесь. Я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус с огромным удовольствием вам поможем в этом. И до зустрічі в морях.